Это гильдейская работа, работа какого-то мастера плюс его помощников. Понимание того, что мы внезапно имеем у себя сундук 17 века, у которого самое интересное находится под крышкой. Сундук у нас с 85 года, уже тогда без ключа, был записан как сундук русской работы конца 19 века. Его владелец, по тем данным, которые у нас есть, житель города Ленинграда, видимо, уехавший из Новосибирска. Звонил сотрудник музея. Нужно открыть сундук антикварный. Такие заказы, они попадаются раз в жизни. Так называемые томпольные замки. Конечно, такая ситуация, она уникальна, и никакой инструкции, как открывать сундук, в этом случае не было. Как хранитель нескольких коллекций я занимаюсь изучением предметов, которые у нас есть, и, естественно, вопросами хранения. Это классическая проблема музеев не центральных, то есть не московских. Проблема советского времени, недостаток литературы и вообще не очень полная проработка тех фондов, которые были. Сейчас информации на порядок, на 2 порядка больше. И вот мы, работая с очередным старым предметом из старых поступлений, зачастую выясняем о нем разные интересные вещи. В 1985 году этот предмет был нам сдан, с тех пор мы с ним работаем, мы его экспонировали. Он у нас стоял в зале, посвященном освоению Сибири в свое время. В переписке в интернете с одним из знакомых коллекционеров зашел разговор о полковых кассах, понадобилось найти подходящее изображение. И совершенно случайно была найдена фотография из одного из португальских музеев, где стоял практически полный аналог того сундука, который мы имеем в нашем музее. В Западной Европе после 16 века эти сундуки делали Южная Германия, Нюрнберг, Аугсбург, Австрия. Встречаются упоминания о шведских работах, Северная Италия и бельгийские мастера. А в самой России таких сундуков очень мало, они очень редки, аналогов мы не обнаружили. Данный конкретный сундук интересен тем, что это цельнометаллическая конструкция. В несколько слоев проложены железные полосы, все это скреплено заклепками. Все это на очень мощных петлях. Передняя сторона имеет декоративную накладку, которая имитирует замочную скважину. Сама замочная скважина находится сверху и закрыта потайной пластиной. Надо сначала найти эту пластину, повернуть ее, и уже тогда имеется доступ к замочной скважине. Старые замки, они изготовлены индивидуально. Мастер выстраивал на пути ключи различные преграды, то есть в виде лабиринта. Если ключ прошел через лабиринт, то он дальше открывает. Ну а 2 навесных замка на очень массивных петлях дополняют защиту этого сундука. Первый ключ я делал из латуни, прямо в музее, паял заготовку ключа. С того, как я паял ключ первый, я смог пройти лабиринт, развернуть ключ практически на 180 градусов. Прочности этого ключа в принципе было недостаточно для того, чтобы открыть сундук. Там слишком сложная система запирания, ключ должен быть очень массивный. Основная проблема была сделать ключ, который бы замок не просто открыл, он еще и не сломался в процессе открывания. Замок во всю крышку сундука требует и соответствующего ключа, массивного, сложного, железного. И в следующий раз я уже приехал с новым ключом, изготовленным из нержавеющей стали. Ну и на него я перенес рисунок, который получил на первом ключе. Сундук мы открыли, и сейчас мастер изготавливает копию ключа в стилистике того времени. После того, как мы его открыли, мы увидели декоративную пластину, которая механизм замка закрывает. Классическая работа от конца 17 века, железная пластина луженая, гравированный и прорезной орнамент, изображающий 2 дельфинов. Весь этот механизм – это
Очень сложная, очень красивая механика того времени, конец 17-го, начало 18 века. Сам этот механизм представляет из себя одну отдельную ценность. Само название «Сундук Армады» за этими сундуками закрепилось уже во второй половине 19 века. В общественном сознании каким-то образом сцепились вместе факт наличия Великой Армады, которая пыталась Англию завоевать, и того, что основные ценности, в том числе вот этой самой испанской армады, хранились в подобных сундуках. Армада, сундуки, которые на ней были, сундук Армады. Вообще интересен путь, который этот сундук проделал. Возможно, нам удастся его проследить. Сам факт наличия этого сундука в центре России, в далеком от Западной Европы, от любого моря месте, является показателем того, какие интересные пути предметы иногда проделывают.